Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз «Как поступить в загаданной ситуации». Мы возьмем колоду карт 78 дверей, и вот эти метафорические образы, если мы переложим на нашу ситуацию, я так надеюсь, что какие-то подсказки для вас будут. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но мы размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий и нашего восприятия тоже. Мы достанем две карты, и вы загадаете два варианта. Что будет, если я поступлю вот одним образом? И что будет, если я поступлю как-то иначе? Или что будет, если я скажу «да», и второй вариант «нет». Тут великое множество всяческих вариаций, поэтому в зависимости от того, что на повестке дня, мои дорогие близнецы, у вас, тот вопрос вы и можете поставить. Только его главное конкретизировать максимально вот к тому, как мы задаем видео, как поступить. Но первая карта у нас будет, как колода карт 78 дверей видит вашу ситуацию, оценка. И две карты. Первый вариант. Что будет, если я поступлю таким образом? Или что будет, если я поступлю как-то иначе? И к чему приведет первый вариант? И последовательность по второму варианту. И давайте достанем карту «Совет». Откроем оценка ситуации. Ну вот, да, можно даже ничего не говорить. Хотя по этой карте тоже человек нам показан, который сидит в клетке. И посмотрите, клетка открыта. В колоде карт 78 дверей мы говорим «двери». И ключевой момент – двери и ключи. То есть открыты какие-то перед нами возможности или нет. Стоит ли двигаться в этом направлении или нет. Стоит ли подбирать тот самый или искать тот самый ключ, или в принципе это значение не имеет. Сдерживает нас что-либо? Вот в этой карте, конечно, нет. Но как будто человек сам себя, это золотая, у нас, кстати, клетка изображена, и человек как будто сам себя поместил в эту клетку добровольно. Он сидит в странной достаточно позе и как будто чего-то ждет, в ожидании того, что, может быть, изменится обстановка вокруг. Хотя, посмотрите, обстановка прекрасная, и нам даже показано, в принципе, как будто пространство, вселенная открыта перед вами, мои дорогие близнецы. На что-то никак мы не можем решиться, либо принять вот это самое важное решение, или какой-то Гордиев узел распутать мы тоже не можем. И вполне вероятно, тот, кто смотрит мой расклад, эта проблема не возникла сегодня. Это где-то из прошлого. И ситуация эта тоже знакома. Здесь как будто человек хочет посмотреть или пронаблюдать, как разовьются события. Может быть и так. Каждый из нас, точнее, находится в своей обстановке. Может быть, у кого-то это вынуждено. Но, тем не менее, даже при вынужденном, как будто карта подразумевает, что мы тут не останемся надолго, мои дорогие близнецы. Сколько ни думай, а переходить к действиям, как будто бы пора. И человек, ведь, посмотрите, он изображен достаточно хорошо физически развит. Нам карта говорит, что физических сил достаточно осуществить тот или иной проект. Но почему-то мы вроде бы и не закрыты от мира, но какой-то вот такой стеной, через которую мы можем наблюдать, мы огородились. Итак, давайте будем смотреть первый вариант. Это может сопровождаться какой-то и апатией, или каким-то разочарованием, или был определенный минус, когда что-то мы не смогли осуществить, или что-то пошло не по нашему плану, кардинально, и нам пришлось изменить тактику. Давайте поразмышляем. Человек изображает, скажем так, как будто бы идет слепой, правда, и ищет путь. У него впереди трость, и он пытается нащупать тростью, можно ли туда вступить или нет. Он находится рядом с дверью, дверь закрыта, но он как будто не собирается туда входить. Поэтому, с одной стороны, это мы можем думать, а надо ли нам в ту сторону, и раздумывать где-то вот, перекликается с предыдущей картой.
так и мы хотим демонстрировать, может быть, что нам нет дела до чего-то, или мы хотим демонстрировать именно свое какое-то теперешнее состояние, может быть, и может быть это выгодно даже где-то нам сейчас, словно поменять роль. Может быть, обстановка вокруг вас такова, что я как будто должен демонстрировать как будто свою или несостоятельность, или не в плане материальном, хотя у кого-то и так может проиграться, или свою неготовность осуществить какой-то проект. Хотя, надо сказать, тоже человек нам изображен совсем не таков, как бывают чаще больные люди, и особенно люди слепые, немножко согнутые вперед. Это осанка вынужденная такая, физиологическая получается, увы, с человеком, у которого имеет такой недуг, а тут у нас показан достаточно с развитой грудной клеткой, мышечным торсом, стройными ногами человек, мускулистыми руками и без живота. Посмотрите, атлет практически, и одежда не может это скрыть. Но что интересно, палка его, она не направлена в сторону порога. Он как будто туда и заходить не пытается. Как будто, мои дорогие близнецы, может быть, у вас стоит на пороге какое-то дело, когда нужно отказаться, но вы не знаете, как это сделать. Или с чем-то сложно прощаться, и вы пробуете, стоит ли мне попытаться просто пока не отказываться от чего-либо, а подождать, как разовьются события. У кого-то так. И, может быть, правда, нужно примерить на себе, ну, условно говоря, вот этот аллегорический образ, как будто я не говорю ни да, ни нет, но, тем не менее, я постепенно как будто отхожу в сторону. Вот у кого-то это может проиграться по работе, когда я не хочу себе навредить, и я не хочу сказать открытую нет, отказаться от чего-то. Но и я буквально боюсь, может быть, ответственности или обстановка такова, знаете, мутная какая-то ситуация, может быть, по конкретному вопросу, и я не хочу для себя, чтобы был какой-то минус, если я сейчас не могу что-то предвидеть, а впоследствии события разовьются таким образом, что для меня это будет какая-то проблема. Одним словом, проблем я себе не хочу. Ну, давайте мы посмотрим, к чему вот такая позиция, когда мы что-то демонстрируем, может, как она в дальнейшем развиться. Мы можем сидеть в ожидании, правда? Мы будем что-то ждать. Это у нас изображен король кубков, но он в виде русала, который с вожделением смотрит на кубок. У кого-то может проиграться любовная история или какая-то ваша личная история. Хотя у кого-то это работа, бизнес. Например, я хочу получить ту должность. Но, видимо, пока мы не рискнем однажды, мы не узнаем, нам нужно это или нет. Или пока мы не проучаствуем в чем-то. Тоже мы не разберемся в вопросе, нужно ли нам двигаться в том направлении или нет. По королю кубков дверь-то тоже ведь открыта, ключевое значение мы говорим. И нам ничто не мешает что-то осуществить. Но вопрос, русал изображен один. И вот может сложиться такая ситуация, что наше ожидание буквально затянется. А карта сама по себе темноватая, нет никого. Мы как будто можем остаться наедине с собственными мыслями, отчасти упустив какой-то шанс. Или просто надеяться. Тут нет ничего, тут нет никакого прогресса. Карта нам лишь говорит о каком-то просто ожидании и надеждах. Но с другой стороны, это ведь может быть и человек, которого вы ждете. Или вы ждете каких-то предложений, может быть, по работе более лучших, более конкретных. И тогда это может карта говорить, что и вас тоже ждут, мои дорогие близнецы, правда? И у вас вроде бы как дверь-то открытая, войти можно. Но вы тогда не доверяете как будто человеку или тому предложению, которое поступило. Вы понимаете, что нет какой-то материальной, может быть, основы. Или сам человек, или компания, если мы про работу, или еще какая-то ситуация, она может вас оставить вот так вот, словно вот этого среди этого темного леса, а этот русал ему ничего не стоит, как нырнуть вот в эту глубину, вот, и раствориться буквально. И мы останемся с какими-то проблемами наедине. Есть определенная нерешимость по этому варианту, поэтому, наверное, и карта нам такая выпадает. Но если мы говорим на перспективу, как будет
Если я поступлю одним образом, развиваться ситуация, да никак она не будет. Она где-то вот так застынет в ожидании, ну, где-то в мечтах, потому что все же у нас изображен персонаж, который с вожделением смотрит на кубок. О чем-то вы можете сожалеть. Второй вариант. А здесь мы нарисуем ту реальность, которую мы видим. И в этой колоде карт семерка мечей, если в основном в колодах карт хитрость, ловкость, изворотливость, иногда семерку мечей называют картой вора, а здесь нет, нам показана девушка, которая рисует двери закрыты. И она пытается найти какой-то пробой пера или кисти тот образ, когда она эти двери практически уже открыла. Она ищет пути и возможности, и даже из области иррационального, из каких-то парадоксальных ситуаций. Или вот те альтернативные варианты развития событий, она пытается как будто что-то просчитать. Может быть, это идет где-то через рисунок, через интуицию. И вам следует прислушаться к интуиции. И я бы сказала, нужно быть готовому к любому повороту судьбы. И если у нас хватает где-то смелости, и мы предполагаем, что в любой момент что-то может пойти не так, и тем не менее, мы идем вперед, нет статики какой-то, и эти двери закрыты или какие-то возможности на сегодняшний день мы можем для себя словно осуществить, если правильно что-то либо просчитаем, либо будем готовы, повторяюсь, к тому, что потребуется от нас, может быть, действие, когда мы не действовали так прежде, что-то сделать совершенно как-то иррационально, то тогда вполне вероятно у нас может осуществиться какой-то проект. Смотря какой вид действий или что вы для себя задумали, мои дорогие близнецы, как же будут разворачиваться события. Знаете, второй вариант, я бы сказала, это колесо фортуны так изображено. Но второй вариант, он практически тоже тупиковый где-то. Мы не знаем, как будут разворачиваться события. И если правда, тут надо действовать, понимаете? Посмотрите, нет действия, кроме как рисунка, правда? И это мы предполагаем, ставим какие-то себе тезис-планы или пытаемся буквально на бумаге что-то просчитать. Но все просчитать невозможно. То есть определенный момент готовности нашей к непредвиденным ситуациям он должен быть. Так вот, правде в глаза надо будет смотреть и в то же время использовать альтернативные варианты какие-то применять или допускать, что обстановка вокруг вас может измениться. И здесь нам как будет дальше развиваться, тоже непонятно. По колесу фортуны есть момент, когда шанс, удача. Но именно в этой колоде все-таки это метафора. Четверо собрались за столом, чтобы предугадать, как будут развиваться события. Зачем они это сделали? Они сами не знают. С одной стороны, четверо. И нам карта говорит о том, что у вас ваше положение, оно стабильно. И нет какой-то угрозы или нет угрозы вашему финансовому положению, нет угрозы, которая для вас лично бы, может быть, означала какой-то большой грандиозный минус. Нет ничего, чтобы вам конкретно мешало, мои дорогие. Здесь могут быть наши где-то надежды на то, что кто-то знает лучше, да, вот как собрались же они вчетвером, и каждый из них втайне надеется, что если я где-то, ну, грубо говоря, не предвижу или затуплю, не получится у меня что-то, да, предвидеть, интуиция моя не сработает, то, может быть, у соседа моего или и у кого-то из тех, кто сидит за столом, как раз это получится, и я для себя увижу какую-то подсказку. Но мы смотрим на перспективу, и это метафорические карты, здесь больше конкретики, мы говорим про двери. Нет дверей, нет преград, еще раз нам повторяет карта. Но никто не знает, надеясь на авось, что или как разовьются события. И здесь как будто не гадать надо, а именно действовать. Принять сложившуюся обстановку, открыться миру и сделать первый шаг. Вот буквально так. И в принципе обе карты нам говорят, какой вариант, мои дорогие близнецы, не рассматривай, но как будто мы не узнаем, как нужно нам это или нет. Участвовать нам в дальнейшем в этом деле или вопросе или нет, пока мы что-то не попробуем, не приобретем богатый опыт. И надо сказать, колесо фортуны в колоде Таро Висконти Сфорца,
Как раз, если вы помните, кто смотрит на моем канале часто видео, там колесо фортуны изображено, а под колесом как будто проползает мудрец. И значение в этой карте 50 на 50. То есть нам может в чем-то повезти, а в чем-то может быть и проигрыш. Но мы должны оставлять пространство для маневра, для того, чтобы выйти из какой-то ситуации. Но вот как раз карта тоже говорит в этой колоде, а Таро Висконти Сфорца одна из наиболее старых колод, что пока мы что-то не начнем, мы даже не будем знать, в какую сторону могут развиться события. Мы потеряем, с одной стороны, шанс, с другой стороны, какие-то возможности. Да, готовому быть к любому варианту развития событий нужно. Но, с другой стороны, по колесу фортуны в той колоде мы как будто должны действовать, не откладывая что-либо на потом. И такое значение. Поэтому где-то здесь вот, может быть, символично заканчивается наш прогноз и говорит, что что-то нужно принимать, на что-то нужно решиться. Как карты видят ситуацию? Мы можем словно хранить свои сокровища, да, или сохранять то, что нам дорого, любимо, и какие-то у кого-то отношения вы не хотите афишировать. Правда, есть тайна, человек закрывает камнем вход, он сам закрывает, хотя по карте непонятно, может быть, он и пытается открыть. И здесь вот, правда, ведь какая-то ситуация может пройти совершенно разная. Если мы говорили про первый вариант, человек может либо демонстрировать вот свою какую-то невозможность что-то осуществить или невозможность приступить к какому-то делу, или на самом деле он не может сделать выбор, он идет словно вслепую. И вот здесь мы можем поступить так: я поставлю что-то на паузу, потому что я пока не знаю, как разовьются дальше события. С одной стороны, мы хотим все удержать, мы не хотим ничем делиться, это точно. Будь то отношения, значит, есть тот человек, который вам дорог. Будь то работа, значит, есть та работа, которая заинтересовала. Будь то купля-продажа недвижимости, может быть, буквально есть тот вариант, который я не хочу упустить. Или еще какие-то ситуации, миллион их может быть, когда вот я не хочу чего-то лишиться, но есть определенный, может быть, риск, и я боюсь приступить к осуществлению. И здесь не то закрыть, этим камнем задвинуть грот, не то открыть. И карта нам еще говорит о том, что, посмотрите, человек изображенный, ведь он достаточно в хорошей физической форме. Нам несколько раз уже повторили о том, что сил у вас хватит осуществить какой-то проект. Значит, все наши сомнения где-то в нашей ментальности. И тут, каков бы ни был тяжел этот камень или вот эта дверь, она находится буквально в ваших руках. И выбор вы должны сделать только сами, мои дорогие. Либо мы можем вообще даже отгородиться от мира, вот сидеть в таком, как бы, ну, не то это грот, хотя бы так и не сказала, но больно мрачновата обстановка. Либо продолжать гадать и сидеть в ожидании, ждать, что, может быть, разовьются как-то события сами по себе. Но если мы находимся в ожидании, оба варианта нам не говорят о том, что как-то со временем изменится ситуация. Давайте, тем не менее, поскольку тысячи неопределенностей, и мне самой любопытно, как-то странно, фактически мы достали первую карту, и все остальные, посмотрите, это продолжение. Давайте мы зададим такой вопрос. Может, для кого-то это будет подсказкой. Если мы решимся на что-то, каковы наши перспективы по любому вопросу? Что мы получим взамен? Все, дальше я хотела достать по второму варианту, ну или сказать, что может быть какой-то альтернативный вариант, если мы применим. Так вот, карта Солнца. Если мы решимся на что-то, нас ждет Солнце, мои дорогие близнецы. Ну, когда карта Солнца раньше выпадала, и прекращали всяческие прогнозы и гадания. И поэтому мне нечего добавить. Правда, ситуацию вам надо как будто взять в свои руки и на что-то решиться. И даже если придется где-то
пройти через какие-то, ну, может быть, препоны, преграды или через какие-то сложности. Определенно мы получим свою награду. Это новое качество жизни. Это карта выбора правильного направления. У кого-то буквально мы выйдем из этого лабиринта мыслей, мои дорогие близнецы, и будем счастливы. Все-таки солнце на долгий период времени.